26 апреля 1986 года стала одной из самых трагичных дат в истории не только Советского Союза, но и всего мира. В этот день произошла крупнейшая в истории ядерная катастрофа – авария на Чернобыльской АЭС. Взрыв на 4-м энергоблоке станции привел к выбросу огромного количества радиоактивных веществ, что сделало окружающие территории непригодными для жизни. Сотни тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома, а целые города и деревни превратились в призраков. Зона вокруг Чернобыля на десятилетия стала запретной, и природа, оставшись без вмешательства человека, начала меняться. Недавно ученые запустили исследовательский проект, целью которого стало изучение животного мира в этой уникальной, практически необитаемой зоне. Оказалось, что присутствие людей оказывает на фауну гораздо большее влияние, чем радиация. В этих местах были замечены животные, которых не наблюдали здесь более 100 лет. За последние 3 десятилетия численность диких животных в зоне отчуждения значительно возросла, что доказывает, вмешательство человека куда разрушительнее для природы, чем даже мощное радиоактивное заражение. Исследователи отслеживали популяции животных, анализируя следы на свежем снегу, а в ноябре прошлого года в украинской части зоны отчуждения установили 42 камеры для наблюдения за фауной. Полученные данные подтвердили, в лесах Чернобыля стремительно увеличивается численность кабанов, волков, косуль и лисиц. Более того, здесь были замечены редкие виды, которых не видели в этих местах десятилетиями, европейская рысь и бурый медведь. Джим Смит, профессор Портсмутского университета, утверждает, что авария, по иронии судьбы, создала нечто вроде природного заповедника. Он поясняет: «Мы не говорим, что радиация – это хорошо. Но отсутствие человеческого вмешательства позволило дикой природе восстановиться и даже процветать». В Чернобыльской зоне уже успели сфотографировать зубров и лошадей Пржевальского, что является еще одним доказательством того, что природа способна адаптироваться к экстремальным условиям, если человек не вмешивается в ее процессы. Как видите, иногда присутствие людей наносит окружающему миру больший вред, чем даже радиоактивное заражение. Это заставляет задуматься. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного.